Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала Ярпруд. В этом видео речь пойдет о самом приятном, о рыбалке в своем пруду. И заодно посмотрим, как подросла рыба. Прошло около 20 дней с момента запуска карпов, и от тины, которой зарос весной пруд, не осталось и следа. Если вы не видели историю про зарастание пруда тиной, можете посмотреть по этой ссылке вверху экрана. Так как обычные карпы, в отличие от кои, не окрашены в яркие цвета, увидеть их в пруду можно только, когда они плещутся, выпрыгивая из воды. Днем то тут, то там можно увидеть всплески резвящейся рыбы. Все лето я наблюдал эту картину, ну а в конце августа пришло время делать контрольный облов пруда с замером рыбы. Для чего с помощью детей была сделана из ивы первая в их жизни удочка. Я помню, как в детстве сам учился ловить на удочку из орешника на речке в деревне у бабушки. Пришла пора передавать свой рыболовный опыт подрастающему поколению. Итак, начнем небольшой урок рыбной ловли на поплавочную удочку. Наблюдаем, как юная рыбачка Лиза делает свои первые шаги в рыбной ловле. Держи. Держи. Ну, держи. Он не кусается сюда. Все, давай, опускай. Только ты нет, ты куда опускаешь? Нам вот туда надо. Не в траву. Давай, опускай. Ты рано, смотри. Удочку надо отпустить, когда у тебя леска пролетит. Вот так держишь под 45 градусов, держи. Когда у тебя леска, вот теперь отпускай. Вот. И вот она улетела туда и отпускай. Вниз опускай поплавок. Вот его видно, когда клюет. Клюет. Тащи. Ох, ой, сорвался. Ага. Давай. Да, отпускай. Ты стой нормально, не наклоняйся туда. Опусти удочку пониже. Да пониже удочку. Спину выпрями. Вот, стой. Ты одну ногу вперед поставь, одну назад. Вот, чтобы тебе было стоять, чтобы не упасть. А то, что так двумя ногами стоишь, и вперед не наклоняйся, стой ровно. Вот так держи и назад спину отведи. Вот так. Вот. И стой. Жди, когда клевать. Идиллию нарушает только шум бензокосилки, доносящийся с какого-то соседнего участка. Далее мы походу. Сейчас съедят червяка. Давай, поднимай. Вперед не наклоняйся, обратно отклонись назад. Назад, руки вперед не вытягивай. Ты удочку к себе подтяни вот так. И стой, как тебе удобно, встань, а после так встанешь вверх. Вперед вытягивай. Давай, подсекай. Ух. Еще одна рыбешка. А вот и первая пойманная рыбка. Ага. Живет лапками. Вот сюда, отпускай. Вот, все, отпускай, молодец. Отпускай. На поплавок навела? Угу. Там уже клюет. Тащи. О, вот это рыбешка. Она шевелится. Поймав несколько рыбок, пришла пора сделать замеры. Так, 16 сантиметров.
Они одинаковые. Нет, разные. 14 сантиметров. Какого мы ужас. 15 сантиметров. 14, 15 и 16 сантиметров. Как вы видите, карпики подросли не сильно. В теории за сезон годовики карпа должны набрать товарные 500-600 грамм. А какими они были при запуске, вы можете посмотреть по ссылке вверху экрана. У плохого роста карпов две причины. Первая – это погода. Лето в этом году было холодное и дождливое. Как вы видите, в конце августа мы в куртках и в шапках, одеты как в октябре. Вторая и основная причина в том, что я мало подкармливал своих карпов. Чаще, чем 2 раза в неделю приезжать на пруд не получается. За раз я раскидывал по пруду килограмм комбикорма. Больше за раз кидать нельзя, так как если карп не съест комбикорм, то он прокиснет и будет портить воду. Ну а это капля в море. В теории при температуре воды плюс 23 градуса в день карп поедает до 4% своего веса. Я заметил, что карп активно рос, пока не съел всю тину и соответственно всех жучков-паучков на дне водоема. Затем рост карпа замедлился, что естественно, нет еды, с чего рыбе расти. Стало понятно, что без автоматической кормушки вырастить съедобного размера карпа не удастся. Что же, до весны есть время решить данный вопрос. А в своем пруду свой принцип: поймай, отпусти, снова поймай и снова отпусти. Пускай. На удочку-то проще. Ну а кто хочет посмотреть, как подрастет рыбка с автоматической кормушкой, подписывайтесь на канал.